Привет, привет, неунывающие аудиолюбители! Сегодня добрая компания Edifier предоставила мне на тест модели, которые меня часто спрашивали подписчики канала. Это модель Edifier QR65. Это совсем небольшая модель, я не хотел, честно говоря, брать ее на тест, потому что мне вряд ли будет что-то сказать по этому поводу. Никаких аудиооткровений она, конечно, не оправдает. Это просто колонки, которые могут заинтересовать прежде всего, конечно, функционалом, а мы о нем почитаем еще, что заявляет производитель. И качеством звучания, умеренным качеством звучания на столе около, вот как здесь, на пианино не знаю, к тому же стоящие рядом, тоже как-то не очень правильно, наверное, все-таки разнесенные эти колоночки дадут какую-то стереобазу в небольшом пространстве, и тут им замены нет. То есть, если у вас голоса театра есть двухкубометровые по углам в комнате стоят, то на столе они вам совсем не помогут. Для этого нужны другие колонки, и они никак не пересекаются и не конкурируют с так называемым Hi-Fi, который многие люди любят называть, я называю домашкой, то есть компонентными аудиосистемами, хотя бы как я себе позволил вот эту, призванную воспроизводить музыку, от которой я требую каких-то действительно высот звучания, какой-то аутентичности, какой-то натуральности, естественности звучания. Здесь же все это сужено до не могу, но однако совершенно комфортно должно обеспечить, озвучить рабочее место. Да что, собственно говоря, начал с конца. Мы начнем сначала, начнем с распаковки. Многим нравится этот процесс. Я не могу сказать, что я являюсь его сторонником, но иду навстречу. И вот на тебе вот такая большая коробка, и в ней всего лишь вот такая коробка. Уже значительно меньше, как бы полегче стало. А то я было подумал, вдруг мне их там прислали 2 или 3 разных цветов, какие они там выпускаются. А нет, прислали то, что обещали. И то, если сопоставить с этими колоночками, должно быть в 2 раза меньше все равно. Нет, тут написано QR65, ничего не перепутали. Multimedia speaker. Ахалай-махалай. Сиськи-масиськи. Еще что-то открывать надо. Все равно придется вынимать. Так делов не будет. Не хотел я этого делать, хотел меньшей кровью. Но нет, вот, короче говоря, вот она коробка. Кому надо, кому интересно. Кто находит в этом удовольствие. Купив новую вещь, допустим, потратившись, обретя некоторые надежды, что ты вот в дом принесешь какой-то сабж, который, будет радовать тебя. Есть определенное волнение, волнительность в этом всем. Наверное, да, но у меня ее нету. О, Господи. Я понял. Вот это подставки. Я подобные уже видел в каких-то других миниатюрных колонках Edifier. Поэтому я уже готов к этой штуке. Это очень правильная вещь, потому что колонки маленькие, и если их поставить на стол, то они будут в живот играть а для колонок очень важно соблюсти диаграмму направленности, то есть направленность буквально излучателей на вас, на ваши уши. Потому что иначе вы получите искаженную частотную характеристику. Тяжеленько, тут тяжеленько. Вторая колоночка. И тут есть, очевидно, какие-то аксессуары, сопутствующие эксплуатации подобных устройств.
крепиться. И набор кабелей. Ну, набор кабелей я думаю рассмотреть при рассмотрении описания колонки с сайта производителя. У меня имеется тайный документ, который они дают только всяко дилерам, сервисникам и прочим продавцам. Ну, и мне дали, хоть я не продавец. Итак, кабели. Вот такой вот с золочеными контактами кабель для подключения между колонкой пассивной и активной. Качественный, хороший, с золочеными концами, разъемами в смысле. USB кабель, 2 RCA на мини-джек кабель, тоже золоченый. Достаточно высокого качества. Ребята, не надо вот писать здесь, что купил какой-то там левый кабель, еще более китайский, и прозрело звучание. Этого невозможно. То есть эти кабели необходимы достаточно для нормальной эксплуатации этих колонок, для создания условий, при которых они полностью раскроют свое качество. Ну и кабель вот этот сетевой, который, понятно, всем известен. Такие дела. Ну что ж, давайте рассмотрим колоночки. Это пассивная колоночка, мы лучше потом рассмотрим. Лучше всегда рассматривать с активной колонки. Из уважения к бренду я одел перчатки, которые позволят мне не испачкать своим прикосновением, не осквернить своим прикосновением это чудо техники. Очень красивая искусственная кожа, не знаю, как правильно назвать покрытие колонки. Здесь чего-то написано. A passion for sound, конечно, страсть в звуке. Ну, симпатично достаточно, да. Ножки резиновые, позволяющие не уползать колонки, не двигаться и не дребезжать при установке на столе, предположим. Фронтальная панель чуть позже, боковая панель чуть раньше. Здесь находится индикатор эффекта, ну, мод индикатор, как тут написано. Включатель сети, похоже, многофункциональный. Регулятор громкости, тоже многофункциональный. Вернее, это он, наверное, многофункциональный, скорее всего, не включатель. И, собственно, light эффект, господи, то есть это световые эффекты, коими нас порадуют от эфира. Насчет излучателей. Излучатели здесь два. Увеличенного объема твиттер, нагруженный на небольшое фазовыравнивающее тело, и 2,75 дюймов уменьшенного размера басовый динамик. Я понимаю, что это все определяется габаритами, к которым стремились разработчики, маркетологи, которые запланировали эту модель, но, конечно, диаметр такой себе не крупный, прямо скажем. Ладно, окей, давайте рассмотрим, что на задней панели. Начнем с сетевого кабеля включения питания, включатель питания, разъем для подключения пассивной колонки. Напомню, что здесь биампинг, то есть каждый динамик подключен своей парой проводов. Sub-out, то есть выход для подключения активного сабвуфера, USB вход, line-in, представляет собой пару RCA контактов, тоже золоченых, таких симпатичных. Ну, имеются сертификаты HRS Audio и HRS Wireless Audio, то есть беспроводного. И вот здесь вот это вот чудо, это зарядное устройство разных типов USB-C, USB-A, разъемов сокетов для того, чтобы чарджер, так называемый, подключать эту зарядку. Не, я расскажу чуть позже. Ну и вверху вы видите порт фазоинвертора такой прямоугольной формы. Он, кстати, выполнен по какой-то запатентованной технологии. Дело в том, что порты фазоинверторов таких малышей страдают повышенным уровнем турбулентных шумов в случае превышения громкости над проектной расчетной. А так как
любой разработчик стремится выжать из своей модели максимум SPL, то есть звукового давления, то и борьба за шумы эти идет нешуточная, и патентов на этот счет, пожалуй, больше, чем по остальным проблемам аудио. Такие дела, дорогие друзья. Собственно, давайте рассмотрим еще пассивную колонку. Пассивную колонку смотрим. Что не смотреть? Не жалко. Тоже не оскверняя своими руками благородное тело кожзаменителя искусственной кожи, покрытой эту удивительную акустическую систему. Я ее извлекаю, вам показываю. Фронтальная часть ничем не отличается, очевидно, от той. И тыловая часть, в которой имеется только разъем и порт фазоинвертора. Такие дела, дорогие мои. Что ж, давайте включим колонки и посмотрим, что при этом произойдет. Если включить питание, подать питание на колонке, происходит следующее. На фронтальной панели появляется цветовая схема, заготовка, пресет, используемый по умолчанию, а индикатор здесь показывает подключенный аудиовход. То есть зеленый цвет – это аналоговый вход. Если раз нажать, получится мигающий синий цвет, означающий ожидание подключения по Bluetooth. И красный цвет, следующее нажатие приводит к подключению по USB. При этом этой ручкой регулируются световые эффекты, то есть из выбора, которые у колонок есть. Они же управляются с помощью приложения ConX, Edifier ConX, к которому мы еще перейдем. Этой же ручкой регулируется громкость, естественно, и управление плеером, ежели он задействован, например, от USB, такие дела. А теперь давайте быстренько пробежимся по секретному служебному документу, который Edifier предоставляет своим дилерам. Итак, эта модель QR55 называется версией 1.7, то есть, видимо, были и другие версии, датировано это все вот такой вот датой. Вот такая картинка показывает нам, как эти колонки именно вот с вот этими подставочками изящно, ловко стоят на рабочем столе, при этом не занимая места. Кстати, что вот это такое? Похоже на усилитель, ну да ладно. А вот так вот тоже они могут быть установлены, хотя рядом их устанавливать как бы не очень рационально, потому что стереобазу обеспечить необходимо их немного раздвинуть. Здесь перечислены все основные фичи, которые свойственны этим колонкам. Это и Hi-Res аудио, и Hi-Res Wireless аудио, и разрешение, с которым это все происходит, 96 на 24 бита, и версия Bluetooth версии 5.3. И поддержка LDAC, и Full Digital Signal Processing. И очень важная фича – это двухполосный активный кроссовер, то есть биампинг, организован в таких маленьких даже колонках. Вот эти два механизма позволяют избежать турбулентных шумов в порту фазоинвертора. Даже вот эти вот три вещи. Может быть подключено устройство 65 Вт общей мощностью для зарядки к этой небольшой системе. 1,25 дюйма шелковый купольный твиттер используется в качестве излучателя и 2,75 дюймов длинноходный басовый динамик с алюминиевой диафрагмой. Обратите внимание, что во всех параметрах здесь и дальше не будет указано никаких других параметров, кроме, например, мощности общей Total Power, которая воспроизводится усилителями класса D, Texas Instruments. И это очень правильно, на мой взгляд. Зачем здесь частотный диапазон для таких маленьких колонок, отношение сигнал-шум, коэффициент гармоник? Этим всем людей только можно ввести в заблуждение, потому что цифры эти нужно еще уметь интерпретировать, тем более глядя на форм-фактор этих колонок миниатюрных фактически. Здесь перечислены динамики, о чем мы с вами уже говорили. И подчеркивается наличие выхода на сабвуфер, а вот это уже очень хорошая, полезная опция, потому что колонки реально маленькие, хотя звучат они довольно басовито, к этому мы еще вернемся, я вам дам послушать, как они звучат, но тем не менее, подключив к ним сабвуфер, конечно, будет эффект совершенно другой, это будет уже серьезный трифоник такой. High Resolution Certified, вот такие разрешения доступны при разных подключениях LDAC.
при USB, при Line-In, между прочим, при аналоговом подключении вот с этим разрешением обрабатывается аналоговый сигнал внутри этих колонок, а максимальный битрейт 990 килобит в секунду через Bluetooth версии 5.3, что, конечно, рекорд, на мой взгляд, на сегодняшний день. Здесь коротко перечислены эти фичи, эти цифры. Здесь немного разжевываются некоторые позиции, которые уже были указаны. И звуковые эффекты, 16 миллионов световых эффектов, что мне вообще мало понятно, но я вам еще покажу примерно, как это работает. Хотя, по-моему, на мой взгляд, если эти колонки для молодых людей, то, возможно, это так и нужно. Ну вот подключение турбозарядки вот с такой вот мощностью одновременного подключения по всем USB-портам можно подключить и будет заряжаться, что производителям тоже ставится во главу угла. Считается, что это достаточно важно. Ножки для спикеров, то есть подставочки вот эти самые, сбоку кнопки управления громкостью и Edifier ConX Application, который доступен для скачивания. Мониторы выпускаются, опять мониторы. Почему мониторы, я не понимаю. Это колонки мультимедиа, современные, качественные, очень красивые, кстати, с кучей современных опций. Но почему мониторы? Итак, в черных и белых цветах, что очень хорошо. Что касается application, то есть аппликухи, то есть приложения Edifier ConX, я вам покажу, как она работает, пожалуй, более подробно. Подключение по Bluetooth не вызвало никаких проблем. Мой телефон быстро подключился к Bluetooth, к этой акустической системе. Я хотел бы вам показать работу приложения Edifier ConX. Для этого я включу запись на своем айфоне. Ну вот выбор источника сигнала сразу. Звуковые эффекты предлагаются. Ну, стандартные, например, или монитор. То есть пресеты, игры или вокал. Ну или настройка, что можно настроить, видимо, более тонко. То есть предлагается эквалайзер. Световой эффект. Вот, пожалуйста, здесь вы можете смотреть, как реагирует система на, вот, например, некий радуга, некий статика, некий световой поток. Вращение чего-то куда-то, глубинный, многоуровневый и так далее, и так далее. Дыхание какое-то есть. Ну, видимо, это здорово. Также здесь можно глубину модуляции, яркости и так далее выбирать. Это очень хорошо. Но к звуку, к сожалению, отношения не имеет. Быстрая зарядка. Вы видите, что нет устройств подключенных, естественно. Регулятор громкости можно здесь регулировать, можно регулировать ручкой на корпусе колонок. Также здесь есть файл звуковых эффектов, тот же самый эквалайзер можно выбрать, совместимые устройства указаны. От Edifier, естественно. Здоровье, ну, не знаю, надо войти в здоровье, в систему и так далее. О компании. Можно открыть, там будет история компании и так далее. Все это очень мило, но тоже отношения к звуку не имеет. Вот такие вот дела, дорогие друзья. И опять мониторы с нитрид-галлиевым чарджером. Ну, ладно. Ну, тут перечислено, что может это Application ConX, то есть это плейбэк, контроль воспроизведения, звуковыми эффектами управления, световыми эффектами управления и мануалы, и установки. Вот меню, которое я вам уже показал относительно световых эффектов. Это относительно зарядки. Опять зарядка расписывается более подробно. Тут еще более подробно расписано, кому это важно, может обратить внимание. Ну и LDAC описан. Ну, что касается LDAC, эта фича доступна только пользователям Android. Мне, как пользователю iPhone, не светит ею воспользоваться, поэтому я ее комментировать не буду. Хотя наличие любой фичи как бы кому-то наверняка окажется полезным. В этом у меня никаких сомнений нет. LDAC. Ну, опять же, в этом application можно выбрать кодек таким вот образом. Вот модели, которые еще поддерживают LDAC от Edifier. Вот здесь вот битрейты и глубина
и резолюция этих режимов, которые доступны для этих колонок, и вообще, например, CD качество 16 бит 44 кГц значительно уступает всем остальным вот этим современным способам передачи звукового потока, что, конечно, хорошо. Но я остановлюсь еще на качестве, которое нужно подавать на эти колонки. Здесь комплектация. И здесь комплектация. А вот здесь вот roadmap, что многим расшифровывается как дорожная карта, хотя на самом деле это всего лишь план выпуска, план действий. Итак, вначале были вот эти вот модели, потом появилось вот это, потом появилось вот это, QD25, потом появилась QD35, потом QR30, и вот сейчас QR65, видимо, являющийся венцом творения Edifier в этом форм-факторе. Перед прослушиванием я бы хотел показать вам кривые импедансы этой системы, для того, чтобы понимать, как она заточена, как она настроена. Итак, перед вами импеданс басового динамика. Я бы оценил его настройку где-то около 63 Гц внизу, посередине экрана вы видите эту цифру. Если ее сложить с кривой импеданса твиттера, для того, чтобы понять величие этой конструкции, вот твиттер имеет не ярко выраженный импеданс в районе 1500, может 1350 Гц, предположим. Хорошо, перейдем к оценке АЧХ. Я их тоже снял, понятно, в ближнем поле, понятно, без влияния порта, поэтому уж не обессудьте. Речь идет только о сшивке. Где же Twitter переходит в буфер? Передает свои полномочия вуферу. Вот он где это делает. Перед вами общая картина. В 2 кГц нет, но я думаю, что 2,5 кГц, то есть классика, иначе говоря, ничего нового. Это не сглаженные кривые, друзья мои, это кривые оценочные для того, чтобы понять, где сшиты эти динамики. То есть я предполагал, что твиттер увеличенного диаметра по сравнению с вуфером мог бы резаться ниже. Ну, возможно, как, кстати, назовем это официально 2 кГц, как вы видите на графике. Но если сгладить эти кривые, вот это все аппроксимируется и может получиться 2,5. Но примерно в любом случае классика. Такие дела. Теперь очень важный, на мой взгляд, вопрос – это организация работы выхода на сабвуфер. Перед вами АЧХ, снятая в ближнем поле с динамика. Динамика не порта. Кстати, если вам интересна работа с портом, то я на всякий случай снял работу порта отдельно. Если их сложить, то могу вам показать, что получится. Получится вот такая вот картина, которая показывает, что эффективный диапазон частот этой системы, воспроизводимый в уровне минус 5 дБ, допустим, будет около 50 Гц, предположим, что как бы для такой крохотной системы и очень неплохо. Ну а линейность вот этого вот участка говорит о том, что это вообще хорошая акустическая система. Но не будем о грустном. Итак, без подключенного сабвуфера АЧХ басового динамика выглядит вот таким образом. А с подключенным разъемом, просто разъем, стоит только воткнуть разъем в гнездо для подключения активного сабвуфера, АЧХ изменится, подрежется, включается фильтр высоких частот. И это можно проиллюстрировать, например, вот так вот. Здесь вы видите вот без подключенного саба, это с подключенным сабом. То есть конструкторы оставили вот такой вот участок, задел примерно от 150 Гц ниже для работы сабвуфера, довольно здорово его подрезал. Это как бы очень хорошо, учитывая, что система к тому же басит довольно неплохо, что я вам покажу чуть позже. Таким образом, вот подрезка такая существует, я просто хотел вас в этом проинформировать еще раз. Кому интересно величину этой подрезки и так далее смотреть, вот на этом графике это все можно сделать детально. Также люди спрашивали о АЧХ выхода на саб. Она представляет собой, дайте ее найду. Вот это вот АЧХ, я снял эту АЧХ с выхода. Это уже АЧХ на самом деле. То есть, если то были, скажем, прикидочные измерения некоторые, то это непосредственно
чихая, если ее маленько сгладить, допустим, в 12-х, ну, чтобы было совсем красиво, вот вы можете посмотреть. Фильтр высоких частот включается где-то с 30 Гц и ниже, даже, скорее всего, с 40 Гц. Ну, а фильтр низких частот начинает работать, допустим, от 60-70 Гц. То есть, но это ничего не говорит о том, что сабвуфер может быть пассивным или не иметь фильтра для регулировки частоты среза. Это абсолютно обязательная штука для сабвуфера. Это просто вам сделали такой бонус лишний раз, очищая диапазон от невостребованного регистра. Ну что сказать, единомышленники в бренде. Ничего так. Это хорошая современная система. При наличии нескольких современных фич с последними буквально возможностями и параметрами, доступными современными технологиями, эта модель представляет собой довольно большую потребительскую ценность. Что касается звучания, хорошая. Я, конечно, послушал. Вы сейчас послушаете мой старый набор треков. Кто захочет, в отдельном видео посмотрит новый набор треков со спектроанализатором. Делать выводы, конечно, сами, вам виднее, но прошу обратить внимание на габариты этой системы, ее функционал, ее явную заточенность на компакт решения для утлых помещений или просто ближнего поля за рабочим столом делового человека, студента, кого угодно. Отделка потрясающая, прекрасная. Мне это шагреневая кожа, как это была известная новелла, да? Очень нравится. То есть она тактильно приятна. Возможно, она почкучая, возможно, она пыль собирает. Это я не знаю, но недаром дана тряпочка такая, материальчик протирочный в комплекте для того, чтобы за ней ухаживать, за этой системой. Возможности, да, возможности хорошие. Вот это Edifier ConX подключение, то есть приложение, возможно, оно вас выручит, кто любит управлять дистанционными устройствами. Эквалайзер, там все такое, то есть обилие входов, необходимое, но достаточное. Кстати, здесь нет цифровых ходов, ну, за исключением USB, вы заметили. Зато везде есть Hi-Res. Не уверен, что он как бы востребован, однако еще раз слово сигнале. Чем он лучше, тем лучше качество звучания. Это безусловно. Просто уровень заметности трагически падает с ростом цены. То есть для даже незначительного улучшения какого-либо из параметров качества приходится идти на затраты чудовищные, в деньгах имеется в виду, по сравнению с общей стоимостью. Поэтому оно не всегда рентабельно. Однако здесь, скорее всего, для эдиков было не так уже дорого ввести сюда последние ЧП, вот эти вот все Bluetooth 5.3 и так далее, для того, чтобы дать вам радость, дать вам в руки некий современный сабж. Короче, моя оценка довольно высокая. Сколько она стоит, эта штука, я не знаю. Насколько это актуальная цена для того или иного, той или иной категории людей, в частности студентов, школьников, мальчиков, девочек, нуждающихся, процветающих, каких-нибудь биткоин-трейдеров, им все равно, сколько эта штука стоит. А для студента, который осваивает, допустим, азы микробиологии, за которой будущее, это может быть цена фатальная, предположим. Поэтому я оценки давать не буду. Как бы такой заключительный, тотальный, рекомендовать я тоже никому не буду. В частности, у меня таких колонок нет, не было и не будет. Я могу вот эти колонки себе ставить, но я не буду этого делать. Они не нужны. Мне здесь не склад каких-то колонок. А функционально я таким не пользуюсь. Вот у меня есть вот эти, и как бы с головой хватает. Да, дорогие друзья, значит, послушайте набор треков, пишите, что вы думаете. Неужели эти обзоры вот этих вот маленьких систем, которые не блещут как бы аудио рекордами, вас тоже интересуют? Затем прощаюсь, пока. Auf Wiedersehen.